Здравствуйте, дорогие друзья! Я надеюсь, что вам не пришлось сталкиваться с такой проблемой, когда ваше радио очень плохо работает после замены штатной магнитолы на Android. Почему это происходит? Это две причины. Простые очень. Первая причина. У вас был изначально усилитель антенны, его адаптировать к Android магнитоле невозможно. Или же у вас вторая причина. В Android магнитола не совсем достаточно недорогая, и там действительно стоит очень слабый усилитель радио, так как частоты в Азии, конечно в Китае, они не частоты, а расстояние значительно меньше, и антенн там значительно больше, поэтому необходимости в мощности нету. Но эта проблема решена этими же китайцами. Они начали производить специальное устройство, которое позволяет усилить значительно вашу антенну. И, конечно же, не делайте глупости, когда вы берете, покупаете внешнюю антенну новую и пытаетесь подключить. Чаще всего это дешевые и очень некачественные продукты. Поэтому нужно покупать недорогой продукт, который представляет собой вот такие вот усилители. Они бывают разные и зависят от мощности. До 30 километров мощность покрытие FM и 70. Как определиться, какой вам нужен? Ну, конечно же, если вы проживаете между городами большими меньше, чем 70 километров, то, конечно, желательно ставить только 30-очку, либо 50-ку. Если же ближе, то вы будете ловить частоты, иногда они даже совпадают в разных городах. И это будет не очень хорошо. Вы не сможете слушать ваше любимое радио. В основном они представляют собой вот такие вот устройства, которые имеют вот такой наконечник, один из которых, как видите, является неким посредником. Обратите внимание, это посредник между вашим кабелем и вашей антенной, которая стоит уже в автомобиле, и разъемом под антенну в магнитоле. Если у вас чаще всего часто встречается вот такой порт, то вы подсоединяете. Кстати, их может быть два, поэтому выбираете только FM. Если хотите AM, то существует такой двойной усилитель, и там будет AM и FM. Но я уже не знаю людей, которые слушают вообще AM. Как это собой представляет? Вот вы вставили, к примеру, вот так. Посредник. Вот посредник, если у вас вот такой вход уже изначально готовый, но плохо ловит. Вам нужно вот это поставить и вставить магнитолу. И здесь еще торчит вот такой провод. Этот провод нужно подать 12 вольт. Ну, 12 вольт можно взять, там уже есть готовый на вашем кабеле питания провод, который так и называется AM-фильтр. Его используют либо для усилителя звуковой системы, либо для подачи питания. Он так и называется, усилитель антенны. На нем обычно написано. Либо любой другой 12-вольтовый, который идет от магнитолы, в том числе и желтый, и АЦЦ. Все будет работать. Вот такой усилитель, он немножко более мощный, это на 50 километров. Он имеет такое вот основание. За счет, кстати, вот этой железной штуки, хочу сказать, что вам будет достаточно просто вставить, даже не подсоединять питание, вы увидите значительную разницу и улучшение приема. А если дадите питание, то будет все просто летать. И вот такой еще вариант. Опять же, есть в двух вариантах. Это на 70 километров. Один из самых мощных, 208. Он подключается даже на предохранитель. На питание. Желательно брать от B+. И тогда он будет ловить аж на 70 километров. Вот такое простое, кстати, очень недорогое устройство. Оно поможет решить вам проблему, вы перестанете мучиться с потерей радиосигнала и получите качественный сигнал даже у себя на даче рядом с городом. До новых встреч, подписывайтесь на канал, надеюсь, вы довольны нашей продукцией и покупайте только оригинальные продукты компании Johnson.